one is you. 오늘 너무 즐거웠습니다, 여러분들. 너무 감사하고 사랑합니다, 여러분들. 내일 또 봐요. So thank you for waiting. Get home very, very safe. I had so much fun tonight. And get home safe. Thank you. Good night. Good night! 오늘 비가 와서 많이 힘드셨죠, 여러분들? Guys, you guys had a lot of hard time because of the rain, right? 그리고 정말 여기에서 공연을 정말 하고 싶었고 오늘 이렇게 날씨가 이렇게 비가 오지만 Всем привет! В тот вечер казалось, будто небо над Торонто действительно раскрылось. Дождь лил без остановки, промочив стадион и десятки тысяч ERMY еще до начала концерта. В какой-то момент все задавались вопросом, действительно ли BTS смогут выступить в таких условиях. Но когда все 7 участников наконец появились под зелеными и фиолетовыми огнями, тревога мгновенно сменилась взрывом эйфории. И среди всех невероятных моментов того вечера внимание зрителей снова было приковано к 2 участникам – Тэхёну и Чингуку. Под проливным дождем их энергия казалась еще более безудержной, свободной и завораживающей, так что ERMY было практически невозможно отвести от них взгляд. Как только заиграла музыка, BTS начали бегать по насквозь мокрой сцене так, словно дождь вообще не имел значения. Во время Run BTS вода продолжала литься с неба, пока участники выкладывались на полную. Но стоило камере показать Тэхёна и Чингука, как социальные сети моментально взорвались еще сильнее. Несмотря на дождь, оба продолжали выступать с невероятной энергией, их одежда становилась все мокрее, а волосы покрывались каплями воды. Вместо того, чтобы выглядеть уставшими или расстроенными, Тэхён и Чингук, казалось, наслаждались этой совершенно неожиданной ситуацией. То, что могло превратиться в хаотичный вечер, постепенно стало одним из самых незабываемых выступлений. Затем наступил момент, который сделал все еще более идеальным. Когда зазвучала «Суим», проливной дождь внезапно стал выглядеть как часть сценической концепции BTS. Слова песни о воде и мокром теле неожиданно идеально совпали с происходящим прямо перед глазами зрителей.
Дождь заливал сцену, участники продолжали петь, а Тэхён и Чингук продолжали двигаться под небом Торонто, которое, казалось, не собиралось прекращать свой водяной поток. Фанаты начали шутить, что в тот вечер они не просто смотрели концерт, они буквально плавали вместе с BTS. И, конечно же, каждый раз, когда камера находила Тэхёна и Чингука под дождем, восторг фанатов вспыхивал с новой силой. Одним из самых оживленных моментов стал переход BTS к песням с более расслабленной атмосферой. Посреди насквозь мокрого концерта участники стали еще более свободно и весело взаимодействовать друг с другом. Чингук по-прежнему был полон энергии, а Тэхён снова и снова привлекал внимание своими расслабленными выражениями лица и непринужденной манерой поведения. Их небольшие взаимодействия стали одной из главных тем среди ERMY именно потому, что выглядели естественно и совершенно спонтанно. Дождь, музыка, оглушительные крики десятков тысяч фанатов и непринужденные моменты между участниками создали атмосферу, которая ощущалась совершенно иначе, чем обычный концерт. Затем наступил еще один момент, который вновь привлек внимание к Чингуку. Когда атмосфера стала еще более безумной, участники начали шутить и играть друг с другом прямо на сцене. Чингук полностью погрузился в этот веселый хаос, а Тэхён благодаря своей харизме снова оказался в центре внимания. Их совместная энергия на сцене заставила фанатов постоянно распространять видео с разных ракурсов. Каждый взгляд, каждое небольшое движение и каждый момент, когда они оказывались в одном кадре, мгновенно становились темой обсуждений. Веселье продолжалось вплоть до финальной части концерта. Во время Dynamite BTS выглядели еще более свободными и раскованными. Казалось, что многочасовой дождь совершенно не смог их утомить. Наоборот, участники продолжали делать спонтанные движения и шутить, словно просто наслаждались личной вечеринкой вместе с десятками тысяч ERMY. Тэхён и Чингук снова стали частью этого веселого хаоса. То, что должно было стать препятствием, наоборот, будто позволило им полностью расслабиться и наслаждаться сценой совершенно по-другому. Но один из моментов, который действительно поднял градус атмосферы до предела, произошел во время Body to Body. Как только заиграло вступление, стадион взорвался оглушительными криками. Тэхён появился со своей неповторимой харизмой, а Чингук вновь заставил весь стадион загреметь своими выступлениями на сцене. Продолжающийся дождь сделал визуальную картину этого вечера еще более драматичной. Свет со сцены отражался в потоках воды, одежда участников была насквозь мокрой, а десятки тысяч ERMY продолжали стоять под дождем и скандировать имена BTS. Но еще более особенным этот вечер сделал момент, когда BTS наконец приблизились к фанатам. На мгновение граница между сценой и зрителями словно исчезла. После нескольких часов под одним и тем же проливным дождем BTS и ERMY оказались частью единой атмосферы, которая ощущалась по-настоящему особенной. Тэхён и Чингук также стали частью этого эмоционального момента, окруженные криками и любовью фанатов, которые с самого начала решили остаться до конца, несмотря на дождь, который так и не переставал идти. В конце концов, возможно, именно это и сделало Торонто таким особенным. Это был не просто концерт BTS, который случайно оказался под проливным дождем. Это была ночь, когда то, что поначалу заставляло всех переживать, неожиданно стало частью этой истории. Тэхён и Чингук выступали под проливным дождем, продолжали дарить невероятную энергию, наслаждались сценой и создавали столько незабываемых моментов, что ERMY еще долго не могли перестать о них говорить. И когда эта ночь наконец подошла к концу, стало совершенно ясно одно: дождь мог промочить весь стадион в Торонто, но ничто не смогло погасить энергию BTS. Более того, именно под этим непрекращающимся дождем Тэхён и Чингук снова стали частью ночи, которая выглядела словно сцена из фильма, безумной, эмоциональной, полной неожиданных моментов и, возможно, такой, которую уже никогда не удастся повторить точно так же. Дождливая ночь в Торонто закончилась, но кажется, что моменты Тэхёна и Чингука под дождем только начинают покорять сердце и новостные ленты ERMY по всему миру.